Kia представила обновленный Sportage 2025, рестайлинг пятого поколения, дебютировавшего в 2021 году. Спустя 3 года популярный кроссовер заметно преобразился. Он стал современнее, элегантнее и технологичнее. Пока продажи стартовали только в Южной Корее, но уже в следующем году новинка доберется до рынков Северной Америки и Европы. Интересно, что дизайн Sportage теперь перекликается с премиальными моделями Kia и новейшими электрокарами компании, что придает ему более дорогой и стильный облик. На родине цены на обновленный кроссовер стартуют с $20 600 по текущему курсу. Важно отметить, что рестайлинг новинки – это не просто плановое обновление. Модель продолжает удерживать лидирующие позиции среди компактных кроссоверов, оставаясь одной из самых востребованных в своем сегменте. Давайте поближе познакомимся с новыми особенностями модели и посмотрим, что изменилось. Kia Sportage 2025 модельного года сохранил узнаваемые черты предыдущей модели, но с яркими обновлениями, которые сразу привлекают внимание. Главным изменением стала передняя часть. Вертикально ориентированные фары с ходовыми огнями, напоминающими цифру 1, заменили бумеранги. А новая решетка радиатора в классическом прямоугольном формате с вертикальными прорезями добавила агрессии и современности. Увеличенные воздухозаборники на переднем бампере и подретушированный задний бампер с обновленной графикой задних фонарей создают более динамичный и элегантный образ. Кроме того, изменился и дизайн легкосплавных дисков, которые теперь доступны в размерах от 17 до 19 дюймов. Внешность автомобиля стала своего рода смесью более крупного Sorento и полностью электрического EV9, а также нового и меньшего EV3. Для тех, кто предпочитает более спортивный стиль, в гамме сохранилась комплектация X-Line с уникальной бамперной группой, черными вставками и эксклюзивными 19-дюймовыми колесами. Kia предложила выбор из 8 стильных цветов кузова для обновленного Sportage, 2 оттенка серого и синего, белоснежная жемчужина, черный, а для версии X-Line – зеленые джунгли и матовый, темно-серый. На данный момент компания представила удлиненную версию модели, доступную только в Корее. Ожидается, что короткая версия, которая будет продаваться в Европе, сохранит прежние размеры. Так, обновленный Sportage будет иметь следующие габариты. Длина – 4685 мм, ширина – 1865, высота – 1660, колесная база – 2755 мм. Дорожный просвет варьируется от 170 до 180 мм в зависимости от комплектации. В обновленной версии модели пересмотрены комбинации двигателей и трансмиссий. Из линейки исчез самый мощный 2-литровый турбодизель, а вместо него в Южной Корее предлагается новый такого же объема двигатель, работающий на газу мощностью 146 лошадиных сил, с расходом топлива 10,8 литров на 100 километров. Этот мотор предлагает хороший баланс между мощностью и экономичностью, отмечают в компании. Для бензиновых версий используется 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил с крутящим моментом 265 ньютон-метра. Хотя мощность осталась прежней, трансмиссия была обновлена. Теперь двигатель работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, что улучшает плавность переключений. По сравнению с предыдущей 7-ступенчатой коробкой с двойным сцеплением, расход топлива в переднеприводной версии составляет чуть больше 8 литров на 100 километров, а в полноприводной – 9 литров. Гибридная версия теперь оснащена тем же бензиновым двигателем и электромотором мощностью 64 лошадиных сил, раньше было 60. Это позволило увеличить общую мощность до 230 лошадиных сил. Гибрид отличается лучшей экономичностью, с расходом топлива 6,1 литр на 100 километров в переднеприводной версии и 6,8 в полноприводной. Для гибридной и газовой модификаций предусмотрена 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Турбодизельный двигатель больше недоступен на корейском рынке, а полный привод можно заказать для бензиновых и гибридных версий. Для гибридных моделей также улучшена система рекуперативного и адаптивного торможения, что делает их еще более комфортными и эффективными.
Что касается американской версии, то силовая гамма осталась прежней. Базовая модель с атмосферным двигателем на 2,5 литра мощностью 187 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом. Гибридные версии получили такие же новые электродвигатели. Гибрид HEV без необходимости зарядки от сети теперь развивает 230 лошадей, а подзаряжаемый Sportage 268 лошадиных сил. Это на 7 лошадей больше, чем ранее. Полный привод теперь входит в стандартную комплектацию для подзаряжаемой версии, а для других вариантов он предлагается как опция. Кроме того, все полноприводные версии Sportage получили новый режим Terrain, который помогает справляться с такими условиями, как снег, грязь или песок. Внутри нового Kia Sportage 2025 встречает обновленная панель приборов с более горизонтальной компоновкой и новыми вентиляционными отверстиями. Kia заявляет, что центральная консоль была переработана для минимизации видимости отпечатков пальцев на поверхностях, а рулевое колесо теперь имеет стильный новый дизайн с двумя спицами. Центральным элементом интерьера стал изогнутый панорамный экран, который объединяет два 12- и 3-дюймовых дисплея в один моноблок. На этих экранах отображаются как панель приборов, так и мультимедийная система с новой операционной системой от Hyundai и Kia, поддерживающей беспроводные обновления. В качестве опции доступен проекционный дисплей, который добавляет еще больше удобства. Климат-контроль и управление радиосистемой остались на привычном месте, внизу панели, но для создания более изысканной атмосферы в салоне добавлена мягкая декоративная подсветка вдоль передней панели. В рулевое колесо интегрирована камера, которая следит за вниманием водителя, а датчики на руле обеспечивают правильное расположение рук водителя. Важной новинкой стала система аутентификации по отпечатку пальца, как и в других моделях концерна Hyundai Motor. Специалисты Kia также улучшили комфорт и тишину в салоне. Новые двухсторонние амортизаторы, по заявлению производителя, эффективно снижают дорожный шум, а дополнительные шумоизоляционные материалы в районе передних и центральных стоек и дверных панелей обеспечивают еще большую тишину в салоне. Кроме того, в обновленном Sportage появились функции, которые значительно упрощают использование автомобиля. Телефон как ключ для iPhone, Apple Watch или Android смартфонов. Встроенный видеорегистратор, дополненная реальность для навигации и 3D-режим для камеры кругового обзора. Зеркала заднего вида теперь автоматически опускаются при включении задней передачи, добавляя удобства при парковке. В новых моделях автомобилей производители все чаще думают о комфорте и безопасности не только водителя, но и его маленьких пассажиров. Один из ярких примеров этого – новый режим вождения детский, который был разработан с учетом потребностей самых маленьких. Этот режим делает поездки для детей более мягкими и безопасными, обеспечивая плавные разгоны и замедления, исключая резкие движения. Что касается технологий помощи водителю, кроссовер теперь оснащен системой распознавания рук на руле, что помогает водителю всегда быть в полной уверенности в контроле над ситуацией. Но это еще не все. Модель теперь предлагает систему помощи при вождении на шоссе второго уровня, раньше была первая версия. Эта система может автоматически менять полосы движения, анализировать данные из навигации и корректировать скорость, замедляя автомобиль при приближении к поворотам. Более того, благодаря интеллектуальному обучению он может адаптировать ускорение и торможение, повторяя манеру вождения владельца. А еще система парковки теперь снабжена улучшенным обнаружением боковых объектов. Обновленный Kia Sportage уже доступен для заказа на родном рынке в Южной Корее. Цены стартуют с $20 600 за базовую версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем, а гибридная версия будет стоить от $25 000. Для любителей экологичных решений предложен вариант с заводским ГБО, который обойдется $21 000. Ожидается, что в 2025 году обновленный Sportage появится и в Европе, а также в других странах. В первой половине следующего года производитель раскроет технические характеристики и цены для этих рынков. Обновленный Kia Sportage 2025 – это пример того, как плановое обновление может сделать популярный автомобиль еще лучше.
Стильный дизайн, современные технологии и расширенные возможности комфорта делают эту модель не просто конкурентоспособной, а по-настоящему востребованной в своем сегменте. Sportage продолжает оставаться верным своему духу. Он сочетает динамичность, практичность и инновации, которые подходят для современных водителей и их семей. Однако не обошлось и без разочарований. Исчезновение двухлитрового турбодизеля, который многие ценили за тяговитость и экономичность, может стать решающим фактором для любителей традиционных дизельных моторов. Замена его на газовый двигатель, несмотря на экономичность, вряд ли порадует поклонников дизельного Sportage, особенно на европейском рынке. Тем не менее, уже в следующем году он станет доступен на других рынках, где Sportage, без сомнений, снова завоюет признание. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах!